Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Давайте в этом видео остановимся на паронимах, на близких по звучанию, но совершенно разных по значению словах практичный и практический. Не рекомендую вам путать эти слова. А если вы все еще их путаете или вы не знаете, когда говорить практичный, когда говорить практический, то смотрите это видео. Итак, практичный. Так мы можем говорить о человеке. Такой, который хорошо разбирается, ориентируется в жизненных делах. То есть он хорошо понимает реальную пользу, реальные результаты и так далее. Практичный человек, практичный юноша, практичный мужчина, практичная женщина, практичная девушка, практичная хозяйка, что идеально для дома. Следующее. Мы можем говорить о том, что свойственно практичным людям, а именно практичный взгляд на жизнь, практичный ум, практичная точка зрения. Еще, когда мы можем говорить практичный, такой, который выгоден, удобен по каким-либо свойствам. Практичный костюм. Его можно и в театр, и на работу, и на праздник. Везде можно носить. Практичный совет подойдет всем. Практичный цвет подходит всем людям. Практичная мебель, практичная мода, практичная обувь, практичное пальто, практичное платье. Можно продолжать бесконечно. Должно быть много практичных вещей в нашей жизни. И следующее слово – практический. Такой, который связан с применением каких-либо знаний, опыта, умений на деле. Практический вопрос, практический интерес, практический проект, практический подход, практическое применение чего-либо. То есть его можно применить на практике. Еще практически это такой, который указывает на связь с жизненным опытом, на реальные потребности в повседневной жизни. Практический взгляд на что-либо, практическая мысль, практическая помощь, практическая медицина, практически русский язык. Это русский язык, который мы используем в реальной жизни. Практические знания, практические навыки и так далее. И еще, практически это такой, который помогает получить конкретные навыки или умения. Практический урок, практический курс, практическая работа, практическое занятие, практическое упражнение и так далее. То есть на этом уроке, на этом занятии или выполняя это упражнение, вы получите какие-то навыки, умения, которые вам пригодятся в жизни. А теперь давайте парочку примеров. Сестра дала мне практичный совет. Не медлить, а срочно поговорить и решить проблемы с мужем. Сестра дала мне практический совет – купить мужу практичный костюм. Практический совет, то есть я могу его применить на практике в реальной жизни, а практичный костюм, значит, он может его носить очень-очень много лет или на разные мероприятия. Вот так. В нескольких примерах я вам рассказала о разнице в словах практичный и практический. На этом все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить и общаться в социальных сетях. Учите русский язык с нами. Пока-пока. До скорой встречи.